Чтобы творить добро, не обязательно иметь огромный кошелек, набитый деньгами. Нужно просто иметь большое сердце. Добрым людям судьба всегда отплатит так же добрым. Эта трогательная история произошла в американском городе Солт-Лейк-Сити. Девушка по имени Анжела шла по улице. Вдруг ее окликнул сидевший на тротуаре бездомный. У него была табличка, на которой была написана просьба подать ему еды или предложить любую работу. Бродяга попросил у девушки сигарету. Анжела угостила мужчину. Вдруг она заметила, что в своих руках он держит маленькую собачонку. Присмотревшись, Анжела увидела, что это был щенок породы чихуахуа. Девушка заинтересовалась, как собака попала к мужчине. Бездомный рассказал грустную историю. Всего пару часов назад недалеко от него остановился автомобиль, и из него просто выбросили этого малыша. Рон, так звали бездомного, подобрал и обогрел трясущееся от страха и холода животное. Мужчина спросил Анжелу, не хочет ли она забрать чихуахуа к себе. Рон знает, что такое жить на улице, и не хочет такой судьбы для этого домашнего питомца. Денег за нее он не просил. Анжела была растрогана этими словами, но взять собаку никак не могла. Тогда она придумала другой выход. Она сфотографировала Рона и песика, а затем выставила эти снимки на своей странице в Facebook. На пост обратили внимание сотрудники одной из организаций по защите прав животных. Прошло всего несколько минут после того, как Анжела запостила фотографию, как к Рону подошла сотрудница этого центра. Кейтлин представилась и предложила купить собачку за $50. Мужчина с радостью отдал женщине животное. Но вот брать деньги наотрез отказался. Он мотивировал это тем, что не хочет наживаться на несчастье других. Тем более, такой крошечной и милой собачки. Только после настойчивых просьб женщины Рон все-таки согласился и взял деньги. Кейтлин поблагодарила Рона и взяла чихуахуа. В центре животное накормили, напоили. Даже придумали кличку «Счастливчик Луи». Очень скоро у него появился новый дом и заботливые хозяева в лице Лизы и ее маленькой дочки. Животное было пристроено, но Кейтлин не могла забыть добряка Рона. Этот человек заслуживал того, чтобы ему помочь. Ведь он не просто попрошайничал, мужчина готов был взяться за любую работу. Даже оказавшись на дне, Рон не отчаялся, сохранил человечность и хотел выбраться. На благотворительном сайте она создала страничку, посвященную Рону. Она написала историю своего с ним знакомства и попросила помощи у неравнодушных людей. Таких оказалось немало. На данный момент собрано уже более $6000. Когда сумма достигла 5000, Кейтлин обналичила деньги и передала Рону. Тот расплакался, услышав про то, каким образом были получены эти деньги. Первое, что он сделал, купил телефон. Затем привел себя в порядок и в опрятном виде пошел устраиваться на работу. Очень хочется верить, что у этого доброго человека все сложится хорошо.